Третья попытка призыва сатаны. Бафомет в оккультизме. И вот только в конце 19 века имя Бафомета стало ассоциироваться с оккультизмом. Наш любимый Элифас Леви опубликовал «Догму и ритуалы высшей магии», в которой он включил нарисованное им самим изображение, которое он описал как Бафомета и саббатического козла. И также Леви считал, что предполагаемое поклонение козлу как дьяволу на средневековом шабаше ведьм было продолжением древних языческих обрядов. Также примерно тогда возникла теория взаимосвязи Бафомета с козлом Мендеса. Но, знаете, об этом читайте сами. За описание того, что делали с главным козлом деревни, меня тут забанят. Интересный фрагмент предания цитируется в «Догме и ритуале». Под этим изображением мы читаем откровенную простую надпись «Дьявол». Да, перед нами призрак всех ужасов, дракон всех теогоний, Ариман персов, Тифон египтян, Пифон греков, древний змей евреев, бла-бла-бла. И хуже всего этого – Бафомет тамплиеров. Бородатый идол алхимика, непристойное божество Мендеса, козел субботы, бла-бла-бла. Орден тамплиеров поклонялся Бафомету и повелели своим посвященным поклоняться ему. Бла-бла-бла. Но поклонники этого знака не считают, как мы, что это изображение дьявола. Напротив, для них это изображение бога Пана, бога наших современных философских школ, бла-бла-бла. Ну а затем Станислас де Гуайта создает печать Бафомета в перевернутой пентаграмме, которую мы уже успели обсудить в прошлом видео. И уже потом был Алистер Кроули. И, кстати, Бафомет Леви должен был стать важной фигурой в космологии Телемы. Бафомет упоминается в символе веры гностической католической церкви, читаемой прихожанам на гностической мессе. «И я верую в змея льва, тайну тайн во имя его Бафомет». В «Магии. Книга 4» Кроули утверждал, что Бафомет – это божественный андрогин, иероглиф тайного совершенства, как наверху, так и внизу. Так же, как и Леви, Кроули усмотрел в Бафомете древнегреческого бога Пана. И не они одни. Антон Шандор Лавей, основатель церкви сатаны. Многие удовольствия, почитаемые до прихода христианства, были осуждены новой религией. Не потребовалось много изменений, чтобы превратить рога и раздвоенные копыта Пана в самого убедительного дьявола. Ну а потом Шандор Лавей берет печать Бафомета Гуайта, меняет его и делает Бафомета лицом торговой марки церкви сатаны. Современные же ученые сходятся во мнении, что имя Бафомет было старофранцузским искаженным именем Мухаммед. И это толкуется так. Некоторые тамплиеры в результате длительной военной оккупации заморских земель начали включать исламские идеи в свою систему верований. И это было расценено и задокументировано инквизиторами как ересь. Вот такая вот история Бафомета. С вами был Богдан Дарк. До встречи!